Про цыганскую магию я вам говорила, дорогие друзья. Я говорила о том, что для цыган э, очень важное место занимает цыганской магии Гаэна, Луна. Я рассказывала про цыган как таковой, именно о народе, которые сначала вышли из Индии, потом остались в Римской империи. Когда развалилась Римская империя, уходя, они гордо называли себя римляне, ромалы, Рим. И когда их останавливали и говорили, кто вы, они говорили, мы цыгане, ромалы. Далее, почему цыгане так пестро одеваются? Потому что это такого рода протест. Они, одеваясь пестро, показывали, что они не боятся инквизиции, не боятся властей, что они не скрываются, наоборот, очень ярко, кричаще одеваются, показывая себя как нация, которая никого не боится. Как бы вы ни относились к этому народу, в любом случае хочу сказать, что их традиции, обычаи и вот эти вековые устои, они очень сильны, и они друг друга не бросают в беде. Кроме того, цыгане знают толк в золоте, они любят богатство. Они знают, что подаренный бриллиант или подаренное золото, оно приносит удачу больше, чем купленное. Почему? Потому что с этим всем переходит и благословение. Кроме того, почему цыгане так любят золото? Они буквально, можно сказать, просто болеют золотом, золотой лихорадкой. Они на этом зациклены. Золото обладает определенной проводимостью. Не зря надевали золотые такие украшения на лоб. Золото усиливает, открывает ясновидение у людей, у которых оно есть. У людей сильная интуиция, оно усиливает интуицию. Кроме того, золото является определенным оберегом. Во-первых, если у тебя много золота, ты знаешь, что завтра что случись, у тебя есть определенный капитал, правда? От этого твой мозг расслабляется, успокаивается, ты не боишься завтрашнего дня. Следовательно, у тебя нет страха перед нищетой, а значит, ты двигаешься вперед. Подарив определенный запас золота молодым, цыгане открывают у них вот это вот подсознательное желание жить богато. То есть нету страха перед завтрашним днем. Это так называемый сейф семейный, понимаете, клад. Что бы ни случилось, им есть на что жить. И много других тонкостей, о которых я говорила, объясняла. Но если кому интересно, откройте, посмотрите. Цыганская магия, цыганские шувани, это есть ведьмы у цыган. Считается, что цыгане в основном растеряли свои знания, свою вот эту силу, потому что перешли на оседлый образ жизни, потому что они испачкали себя тем, что начали продавать смерть, а для них это было запретно. То есть они должны были коневодством заниматься, ну, украсть в крайнем случае, продавать золото, продавать одежду, ясновидеть, гадать, колдовать, передавать друг другу вот эти знания, но ни в коем случае не пачкать себя кровью и смертью людей. Когда цыгане это начали делать, то на них снизошла кара. Они постепенно стали терять себя как нация, как этнос. Но, как бы ни было, в любом случае, мы бедных цыган, да, может и знаем, но их меньшинство. Очень многие цыгане в основном знают толк в деньгах. И это не только воровство, и это не только продажа там нехороших вещей, да. Это еще есть люди, которые торгуют золотом, занимаются золотом. Есть люди, которые продают одежду. Есть люди, которые занимаются машинами и так далее. В любом случае, к ним эти деньги приходят. И каким образом это происходит? Они в денежном плане везучий народ. Я вам давала и цыганские ритуалы денежные и прочее. Сегодня хочу вам подарить созданные мной на основе цыганских традиций, знаний и, скажем, поверий, созданные мной шепотки. Вы знаете, что одна из моих наставниц, Роза, была цыганка из Благодарного, Ставропольский край. Замечательная женщина, очень сильная женщина, такая матерая, матерщинница великая, но была очень справедливая, достойная и сильная личность. Так вот,
Я хочу вам дать еще одни шепотки, которые вам помогут все время держать себя в тонусе, скажем так, понимаете? Всегда быть при деньгах. Даже если у вас не будет миллионы, но все равно вы будете, скажем, не бояться завтрашнего дня. Итак, читать нужно на кошель. Берете кошелек, но чтобы там были деньги. Никогда в кошельке деньги не считайте, вытаскивайте оттуда, считайте. Никогда не имейте такую привычку считать в кошельке. Это все время перебивает вашу денежную силу. Итак, читаем на кошелек 3 раза шепотом, а потом положите кошелек себе в сумку. Если вы ждете надбавки, если вы торгуете, если вы занимаетесь интернет-продажами, неважно, вот открыли кошелек, прочитали над кошельком 3 раза, положите в сумку. Неважно, в какое время дня и ночи. И через некоторое время у вас появятся деньги, у вас появятся продажи и так далее. Начнем. Выйду я и пойду из дверей к воротам, из ворот к перекрестку. На том перекрестке стоит золотая изба. В той избе богатство обитает. День и ночь деньги считает, никак не сосчитает. Подарит мне богатство кошель, да скажет мне, пусть в этом кошеле деньги водятся, да не переводятся. Считать тебе денег не сосчитать. Богатство сказала, приказала. С этого часу деньгам в моем кошеле поселиться, приумножиться, считать мне деньги, да не сосчитать. Заклято. Еще раз читаем. Выйду я и пойду из дверей к воротам, из ворот к перекрестку. На том перекрестке стоит золотая изба. В той избе богатство обитает. День и ночь деньги считает, никак не сосчитает. Подарит мне богатство кошель, да скажет мне, пусть в этом кошеле деньгам водиться, да не переводиться. Считать тебе денег, не сосчитать. Богатству сказала, приказала. С этого часу деньгам в моем кошеле поселиться, приумножиться. Считать мне денег, не сосчитать. Заклято. 3 раза начитали, нашептали на кошель, закрыли и положили. Обратно в сумку. Дальше. На монету. Можете на серебряную монету, на золотую монету, на пятак, на любой. Потом эту монету хранить в кошельке. Нет, в кошельке нельзя пересчитывать деньги. Они все время будут уходить в никуда. Итак, начнем. Древним словом, луной Гаеной, всесильной магией я приказываю тебе служить мне верой и правдой. И покуда ты в моем кошеле деньгам на твой зов ко мне явиться и в доме моем поселиться. Истинно так. Говорите этой монете каждый день по 6 раз. Все в совокупности, все время дают деньги, понимаете? Все время дают вам возможность продать, если у вас продажи, дают вам возможность подработать, если у вас подработки и так далее. Еще раз говорю, на монету, любую, но хранить в кошельке и не тратить. Потеряется, не страшно, новые сделайте. Древним словом, луной Гаеной, всесильной магией я приказываю тебе служить мне верой и правдой. И покуда ты в моем кошеле деньгам на твой зов ко мне явиться и в доме моем поселиться. Истинно так. Нет, купюру нельзя, только монета. Вы меня слышите или нет? Монета. Здесь сказано монета. Дальше на колокол. Это для тех, кто занимается продажами. Попробуйте и видите, сколько народу будет сразу закупать ваш товар. Хоть интернетный, хоть какой. Но можно и людям, которые психологией занимаются, можно людям... В общем, людям, которые работают на себя в основном. Однако я знаю случаи, когда это помогало и людям, у которых работа на ставку. Звенеть нужно. Вот один раз зазвенели,
сказали. Второй раз позвенели, сказали. Третий раз прозвенели, сказали. Я просто колокол не взяла с собой. У меня здесь, к сожалению, нет. А сейчас, знаете, какое время. Выход, выйти, зайти – это целая история. Говорите это 3 раза. Можно парикмахера там и прочее, какая разница, ногти, это же ваши деньги, вы призывайте их. На горе стоит колокол великий. Колокол звенит, заливается. Звуком могучим мир наполняется. В первый раз звенит, пещеры разрушаются. Второй раз звенит, сокровища в недре земли обнажаются. В третий раз звенит, мои деньги умножаются. И те сокровища в мои закрома и в мое имущество превращаются. Да будет так. Это очень сильные работы. Они простые, потому что цыгане, как правило, вели аскетичный образ жизни. У них не было особых каких-то магических. Но они могли там взять, например, подкову, взять плуг, сделать, что еще, на серп сделать, на нож и так далее. Понимаете, кочергу. То есть у них в основном все это аскетичные, простые предметы. Потому что у них была кочевая жизнь, и они везли с собой самое необходимое, не более того. И поэтому шепотки, они составлены простым языком именно в соответствии с цыганской магией. Но они очень сильные. Давайте еще раз. Вот так берете, как начинаете работать у себя. Вот так это сделали, и через некоторое время опять начинается. Можете снова пробудить. В день можно несколько раз это делать. Пока вы торгуете, или вы занимаетесь чем-то, или у вас, понимаете, с утра пораньше встали, и вот это сделали, и весь день, например, если вы парикмахер, на весь день записались, или на всю неделю. На горе стоит колокол великий. Колокол звенит, заливается. Звуком могучим мир наполняется. В первый раз зазвенит, пещера разрушается. Второй раз звенит, сокровища в недре земли обнажаются. В третий раз звенит, мои деньги умножаются. И те сокровища в мои закрома и в мое имущество превращаются. Да будет так. Вот вам еще 3 шепотка в помощь, который можно делать каждый день и постоянно быть при деньгах. Как вам помогают мои остальные работы, так и будут помогать, естественно, эти работы. А тем несчастным бедным, которые тужатся для того, чтобы якобы, думая наивно, что тем самым меня, знаете, меня злят и вот тем самым лезут в мою территорию, что вот мы тоже так можем, сейчас мы тоже так сделаем. Я им скажу только одно, мне вас заранее жаль. Теперь посмотрим, сколько твой вот этот несчастный ролик с твоим пропитанным алкоголическим языком посмотрит народу, и сколько сейчас посмотрит мою работу людей, сколько людей скажут спасибо, сколько ей воспользуются и поблагодарят. Давай? Давай. Надо было тебя, алкашка, оставлять на помойке. Не надо было тебе помогать. Вот не зря сказано, не делай добра, не получишь зла. Все, кто сейчас вот эту гадость делает, когда-то я не дала им сдохнуть. И очень зря не дала. А вот этой особе 1000000% не дала сдохнуть. Конечно, она никогда не скажет, что это не так, но одно время снимала и благодарила, если вы помните. Так она врала или тогда, или сейчас. Дорогие друзья, если вы видите, что человек дохнет, вот дайте им сдохнуть. Потому что реально, если помочь недостойному человеку, пожалеть, притупить свою бдительность, может быть, подумать, ладно, жалко человека. Иногда бывает, чувствую, что это гниль, но вроде же человек же, ладно, пускай, хрен с ним, помогу. И потом получаешь ты вот эту подлость. Понимаете? Если видите, что они дохнут, дайте им сдохнуть. Реально говорю. Меньше будут вам кровь портить потом. Все. Всем удачи. А шепотки вам в помощь, дорогие друзья.